Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте. С вами Сварог. И сегодня мы с вами будем обсуждать последние и текущие новости данной недели. Впереди у нас с вами юбилейный 7-й выпуск. И сразу первая новость. Нам запилили хэллоуинское обновление. И, конечно же, не обошлось без косяков. Багов настолько много, что их прям стопка. Но внезапно их пофиксили настолько быстро, что буквально не прошло и полдня с момента обновы, как баги кончились. Но пару моментов о них. Первое, собственно, ивент стартовал. В ивенте нам открыли специальный ивентовый магазин, где за конфеты можно всякое покупать. Конфеты, по идее, должны дропать везде и всюду, но первую половину дня они не падали от слова совсем. Только как награды там, где они прям прописаны как награды. То есть они должны падать рандомно с любого рейда, но полдня ребята запускали по 100, по 200, по 300 боев. Ни одной конфетурочки. Далее был интересный баг с клан-боссом. Зашел, сделал трай, за пару секунд до конца боя вышел. Результат засчитали, ключ не забрали, то есть можно было набивать миллионы, но сейчас это все пофиксили, и поэтому клан-босс остается таким же, как и был. Но, как обычно, стример тоже хочет иногда кушать, поэтому небольшой блок новостей. Кто видел уже, можете промотать, кто не видел, можете им еще и воспользоваться. Если вы оформите дебетовую карту Тинькофф All Games, то вы сможете получить кэшбэк до 30%, бонусы за любые покупки, ваш никнейм на карте и обслуживание от 0 рублей в год. А если вы ее оформите до 10 декабря, то у вас есть шанс получить 30 тысяч бонусов, которые вы можете потратить на себя любимого. Ну а если у вас уже есть эта карта, то вы можете оформить Тинькофф Юниор для своих детей, потому что это вам позволит контролировать траты ребенка в приложении, поможет ребенку копить со счетом копилкой с доходом до 5% годовых, кэшбэк до 30% за интернет-покупки, конечно же бесплатное обслуживание и оповещение, бесплатное пополнение карты ребенка, также детское мобильное приложение и круглосуточная поддержка. Если вам это было интересно, переходите по ссылочке в описании. Ну а мы продолжаем. Далее, гость в таверне. На глобале такой ерунды еще нет. У нас же она есть, и нам нужно повыполнять ее задачки, чтобы что-то случилось. Ну, собственно, сам баг, который был, принимая задачу, игра либо вылетала, либо, что более вероятно, просто не давались награды. Но бывали и вылеты, поэтому, такое себе на самом деле. Мало приятного. То есть два задания очень, в принципе, простых. Одно там где-то повоевать, потом второе просто подобрать 3 персов, чтобы они были 4 звезд. То есть, вообще бред и блуда. Ну и дают, собственно, 200 энергии, 5 боев на аренке и 1 осколок сакрала. Но если верить, что этот перс будет приходить каждый день, почти что всегда, то, в принципе, за месяц дополнительный сакральчик, почему бы и да. Ну, а мы продолжаем полет наших веселых новостей, и у нас изменился чуть-чуть рейд для материалов артефактов. Возможно, ребята решили каждую неделю что-то перерисовывать, но для чего, я не знаю на самом деле. Возможно, они пытаются подогнать рейд под какой-то определенный момент. Теперь у нас вместо Салазара вот такой вот красивый, чудовищный пудж. И у него теперь поменялась чуть-чуть механика, то есть если раньше Салазар просто скакал и наносил всем уроний, то теперь панически осыпает цель ударами, нанося урон всем юнитам в пределах 2 плиток. Я так понимаю, это вокруг. Ну а также все как и было, то есть он потом убирает часть надгробий и призывает оттуда крипов, но тут уже давным-давно, я думаю, что у большинства идет автофарм, поэтому неинтересно, да и не особо красиво на самом деле. Салазар все-таки был симпатичнее. Ну и, конечно же, еще пару слов про хэллоуинское событие. У нас есть испытание «Тени в замке», где мы можем всяческое закрывать. И почему-то он мне предлагает начать со сложности C1. Странная логика на самом деле. Но в любом случае за первую проходку мы получаем камушки призывов, парочку десятков алмазиков, и потом просто уже по наградам будем лутать за все 5 фаз кусочек голды. При, кстати, бусте x2 на голду либо на опыт это все увеличивается. Энка, мифрильчик и алмазиков тоже небольшую горсть. Ну и также пару слов о магазине. Вроде как лимитированная, вроде как и общедоступная рамка события. Миф арт на масс мага. Вытяжка, то есть все по мелочи. Вот круточки есть. Можно купить целых 10. Ну а так что... Бусты, золото, все. Я не думаю, что многим нужны вытяжки или легендарные. Арт,
тоже его можно скрафтить, его больше уйдет ресов на его ап, поэтому тут уже каждый что хочет, то и покупает. Также нам добавили в награду с прилива истребления крипов, которых можно будет полутать. Ну и, конечно же, теперь кто закроют все фракционные испытания, получат легендарного случайного перса, то есть дадут там карточку на эту лего, которую продавали совершенно недавно, там, по-моему, за 2,5 или 3000 рублей. Ну и, конечно же, наш перс недели — это Валерия, любимый зверь 9-го игрока, и у нее есть интересная пометка, что во время ульты этот герой не может быть исцелен. Но, как всегда, есть пару выходов, как минимум пассивка Волки позволяет Валерке хиляться, а именно восстанавливая ей кусочки хпшек. Ну, это для тех, кто хочет ее лечить и кто не уверен, что она сможет дожить, мало ли вдруг. Также артефакт, который называется у нас Иссушитель душ, также позволяет ей регенить хпшки, так же, как написано это в артефакте. Ну и плюс увеличивает блок на 1. То есть все это работает. Ну и также, если ультануть Эловин, а потом ультануть Валерией, то Валерии также доступен хил, и она не отжирает свои хпшки. Ну, конечно же, ее еще может похилять Назим ультой своей, может Мериэль хильнуть чуть-чуть, но это все дело десятое, потому что не думаю, что все сразу побегут ее лечить. Ну и также нам добавили 4 новых артефакта: Гроза добычи, Громовой гребень и 2 артефакта на хилов, которые стопудово юзать никто не будет. Ну и поехали. Гроза добычи, он поможет для тем, кто ходит с Салазаром, с Владовым, вообще с любым кровотоком, потому что этот арт наносит дополнительные 10% урона. Вообще, если он не качан, не бит, просто выбили его, то есть стопудово его еще нужно будет поймать, замаксить. В общем, наносит доп. Урон целям с эффектом кровотечения. Это для тех, кто не смог собрать себе алую охоту. Ну и, видимо, для Михаила, потому что у него алая охота — это что-то редкое, как и Салазар, в принципе. И второй артефакт тоже для милишников повышает наносимый масс урон на 10%. У нас как бы милишников с масс уроном на самом деле не особо много, ну кроме Цербера Атракс. Остальные бьют им либо ультой, либо крайне редко, то есть, ну, тоже неоднозначный, но в любом случае он есть, и может быть даже он будет хорош. Но, наверное, самая важная новость, пусть она стоит и не в самом первом ряду. Все, кто досмотрел до этого момента, все большие молодцы, а если вы нажали лайк или поделились видосом со своими сокладами, друзьями и товарищами, то вы просто лучшие. Я вам всеми горжусь и рад, что вы есть у меня. Ну а мы, наверное, будем закругляться, потому что большую часть багов пофиксили, причем никто не указывал, что, ребята, игра будет обновляться, просто баг завезли, баг увезли, все. Кто поюзал баги, кто погорел с этой ситуации. Всем спасибо, все свободны. На этом все. С вами был Сварог. Всем благосклонного рандома, богатого дропа и, конечно же, мирного неба над головой. Удачи!